Харе Кришна, дорогие преданные! Мы рады приветствовать вас на канале Министерства Вайшнави. Сегодня с нами будет Радха деви, и она будет говорить по теме «Страхи, вера и милость Кришны». Позвольте вам немного рассказать о Радхе деви. Ее милость Радха деви является ученицей его святейшества Мукунды Госвами и практикует бхакти-йогу с середины 80-х годов. Она член совета храма Нью Говардхан в Калифорнии и Нью Вриндаван в Западной Вирджинии. Вместе с мужем они проповедовали прихожанам с начала 90-х годов. Всю свою жизнь она интересуется вопросами, касающимися женщин и детей. В настоящее время занимает пост Международного Министра Вайшнави ИСККОН. В прошлом ее служение включало в себя работу с Министерством Коммуникаций ИСККОН и Комитетом по защите детей, а также широкую проповедь. Радха деви окончила юридический факультет Гарвардского Университета и практикует юриспруденцию в США, делая основной акцент на помощи жертвам домашнего насилия. Она прошла сертификацию в качестве консультанта по вопросам домашнего насилия, а также преподавала на факультетах юриспруденции университетов Чапман и Сан Диего. И мы очень рады приветствовать ее на нашем канале. Радха деви, we are very happy to have you on our channel, and I give the floor to you. Thank you so much. Thank you all for tuning in. Спасибо вам большое всем, что присоединились к нашей трансляции. Okay, so today we're talking about fear, faith, and how we see Krishna's mercy coming to us. Сегодня мы будем говорить о страхах, о вере и о том, как милость Кришны приходит к нам. And there's a strong attitude of fear all over the world because of the coronavirus. Из-за коронавируса весь мир испытывает очень сильное чувство страха. This is a worldwide crisis. Это такой всемирный кризис. A former American president, John F. Kennedy, described crisis as being danger and opportunity. Бывший президент Джей Ф. Кеннеди, президент США, описывал кризис как время возможностей. So, as devotees, when we see a situation like this, we can recognize that there's danger, but we can also look for the opportunities Krishna is giving us in this crisis. И тогда, как преданные, мы можем относиться к кризисам как ко времени, которое может принести нам опасность, но также и как ко времени, благодаря которому Кришна дает нам возможности. Unfortunately, the material response to crisis is generally to find out who you can blame for it. К сожалению, реакция материальная на любой кризис является выяснить, кто в нем виноват. Okay, so let's look for the Vaishnava response. А давайте посмотрим, как же реагирует на нее Вайшнав. Okay. So I'd like to start by talking a little bit about what fear is, exploring that a little bit, then talk about faith. Я сначала хотела проанализировать, что такое страх, а затем перейти к понятию веры. So fear is something that we have from the very beginning of our life. Страх — это что-то, что присутствует у нас с самого начала нашей жизни. Children are instinctively afraid of loud noises, for example. Дети, например, инстинктивно боятся громких звуков. And why do we have to have fear? Зачем нам нужен страх? Right. Well, fear is actually to protect us. Он предназначен прежде всего для того, чтобы защитить нас. Fear motivates us to do the things that are going to keep us safe. Страх заставляет нас делать вещи, которые помогают нам оставаться в безопасности. So if fear has a purpose, there's a reason why we have it, why do we say that Vaishnavas are fearless? И если страх — это та вещь, которая помогает нам, почему же говорится, что Вайшнав не испытывает страха? Okay, so we have to understand how to apply fear, how to work with fear. Поэтому нам нужно понять, как применять правильным образом страх и как с ним работать. Okay. Dealing with fear requires knowledge.
Работать со страхом, чтобы работать со страхом, нужно знание. We have to know what's worthy of being feared. Мы должны знать, чего стоит бояться. So when I think about this coronavirus, and I experience fear, but I think about what is it that I'm afraid of? И когда я думаю о коронавирусе, конечно же, я испытываю страх, но я задумываюсь о том, чего же именно я боюсь. I'm afraid that I'll get sick and suffer. I'm afraid that I might die or that someone I love might die. Я боюсь того, что я могу заразиться и испытывать страдания, болея. Я могу опасаться того, что заболеет и будет страдать мой родной человек, или то, что кто-то умрет. So how is this Krishna's mercy? Как это может быть милостью Кришны? Okay. And when I stop and think about the things I'm afraid of, I realize they're all going to happen. И когда я начинаю думать об этих вещах, которых я опасаюсь, я осознаю, что они все равно произойдут, так рано или поздно. And if I know these things are going to happen, how can I stop being afraid of them? Но если я уже знаю, что эти вещи все равно произойдут, то хоть как мне перестать их бояться? So I have to understand that these things are not that dangerous. Поэтому мне нужно осознать, что эти вещи не настолько опасны. On a material level, we think of death as the absolute worst possible outcome. На материальном уровне мы воспринимаем смерть как самый худший результат, исход. But that's not actually the truth. Но на самом деле это неправда. So Krishna's mercy is that he's breaking through our denial. И милость Кришны в том, что он прорывается к нам сквозь наше отрицание этих фактов. Right. Generally, we are in denial about the fact that the material world is, not a permanent place for us to enjoy. Обычно мы не хотим думать о том, мы отрицаем где-то внутри себя тот факт, что материальный мир — это не место для наслаждения. King Yudhishthira said, the most amazing thing in the world is that I see everyone around me dying, facing death, but I think it's not going to happen to me. Как сказал Махарадж Юдхиштхира, самая удивительная вещь в том, что я вижу, как вокруг меня постоянно умирают люди, но при этом я уверен, что со мной это не произойдет. And I have to be in illusion. I have to be in denial just to be in the material world. I have to be in denial that Krishna is the supreme person. И для того, чтобы находиться в этом материальном мире, мне нужно погрузиться в эту иллюзию, в это отрицание того, что Кришна — верховная личность. So what Krishna is doing is he's showing the entire world at the same time we are all in danger on a material level. И что делает Кришна? Он показывает всему миру, что мы находимся сейчас в опасности, что мы находимся в опасности. Usually a crisis is regional. Обычно какой-то кризис, он в каком-то обычном регионе сконцентрирован, в одном месте. If there's a terrible tsunami in Japan, I can reassure myself that I'm in America, so I'm safe. Если в Японии разразилось цунами, то я могу себе сказать, я в Америке, со мной все в порядке. So we can't do that in this crisis. Everyone's at risk. В этом кризисе мы не можем так сделать, потому что каждый из нас подвержен риску. And so there's an opportunity. There's an opportunity for us to look at ourselves, but there's also an opportunity because everyone's afraid at the same time and people are looking for answers. И эта возможность, она сейчас открывается для нас. Прежде всего, посмотреть на себя и также проанализировать это для всем людям на Земле, потому что мы все одновременно подвержены этой опасности. Okay. So in order to deal with this fear, we have to understand what's worthy of being feared and what isn't. And Radhanath Swami said in one lecture something that helps me on this point. И для того, чтобы разобраться с этим страхом, мы должны прежде всего понять, чего стоит бояться, а чего нет. И в этой связи мне очень нравится высказывание его святейшества Радханатха Свами. He said, a material loss, a material failure is not really important. Он говорит, что материальные потери, материальные неудачи на самом деле не важны.
it's much worse to fail to act in a way becoming of a Vaishnava. Гораздо опаснее, гораздо хуже неудача в том, чтобы стать вайшнавом. And the first time I heard this, it confused me. И когда я первый раз услышала это высказывание, оно немного сбило меня с толку. Because it seems to me that the loss of a child would definitely be worse than being rude to a devotee. И я подумала, что, наверное, вот если взять такой пример потери ребенка, наверняка это будет хуже, чем нанести что-то грубое сказать вайшнаву. But after thinking about it, I could understand a little bit. Но подумав об этом, поразмышляв, я поняла это высказывание лучше. Because I'm going to lose my children in the course of time, no matter what happens. Потому что с течением времени, несмотря ни на что, я все равно потеряю своих детей. I will leave this body and all its relations. Я уйду из этого тела и оставлю все свои родственные связи. But if I offend a devotee, I can put a block in my spiritual life. Но если я нанесу оскорбление преданному, этим я поставлю препятствие на своей преданности. And that's what we really need to be afraid of. И вот этого нам нужно действительно бояться. So, Bhakti-tirtha Swami, the last instruction he gave to my husband was keep the goal in mind. Его святейшество Бхакти-тиртха Свами, его последним наставлением моему мужу было «не забывай о цели». And my husband had asked for information or direction on a specific situation. Мой муж попросил наставления в какой-то конкретной ситуации. So the answer didn't seem 100% helpful. Но этот ответ, который дал Махарадж, он не казался полностью понятным. Казалось, что он не помог. But over the course of time, trying to apply that instruction, he found it was very helpful. Но со временем он пытался применить это наставление в жизни, и оказалось, что оно было очень большой помощью. Because if we remember that the goal is to become Krishna conscious and help others to become Krishna conscious, then we know what to worry about. Потому что если мы будем помнить о том, что наша цель стать сознающими Кришну и помочь другим стать сознающими Кришну, то тогда мы будем знать, о чем стоит переживать. So now I'd like to talk about faith, because faith is the opposite side of fear. И теперь давайте поговорим о вере, потому что вера — это обратная сторона страха. Okay. Srila Prabhupada is called Abhay Charan, fearless. Шрила Прабхупада называет Абхай Чаран бесстрашный. And he told us that if we have faith in Krishna, we have no reason to be afraid. И он сказал нам, если у нас есть вера в Кришну, то нам нет причин бояться. But I sometimes have trouble applying that in my life. Но я вот, например, иногда мне тяжело летать. So I want to talk about it in more detail. You are afraid of flying? Afraid of I'm sorry, I didn't understand what you just said. You are afraid of flying. I misheard. Oh, no. I don't remember what I said, but let's just start over. So I want to look at faith in more detail. Да, я просто хочу сейчас более подробно поговорить о вере. Okay. Because sometimes what we think of as faith isn't really faith. Потому что иногда то, что мы думаем, является верой. На самом деле ею не является. And I'll give you an example. There was a Christian pastor in the American state of Virginia. Приведу пример. В американском штате Вирджиния был пастор. And he refused to cancel his in-person services, even though there was a danger of the coronavirus. И несмотря на то, что возникла опасность угрозы коронавируса, он отказался отменять свои службы. And he told people that God is greater than this coronavirus. Он говорил всем, Бог более велик, чем этот коронавирус.
And last week he died from the coronavirus. А на прошлой неделе он умер от коронавируса. And most of his congregation now has the virus also. И сейчас большинство его прихожан тоже у них этот вирус. What he said was absolutely true. Krishna is greater than this virus. То, что он говорил, было абсолютной истиной. Действительно, Кришна более великий, чем этот вирус. But he made the assumption that because Krishna can do something, he's going to do it the way I want him to do it. Но он, знаете, он исходил из того, что раз Кришна это может сделать, значит, он это сделает именно так, как я хочу, чтобы он это сделал. So even though he had faith, Krishna didn't protect him from death. И поэтому, даже несмотря на то, что у него была эта вера, Кришна не защитил его от смерти. And kind of a counter example is Ladini Devi, who was active in preaching in Africa in the 90s. И, например, совершенно противоположный пример, который можно привести, Ладини Деви, даси, которая проповедовала в Африке. So with Bhakti Swami, she was helping to cultivate the congregation in Liberia. Она помогала Бхакти-Тиртха Свами проповедовать и заботиться о прихожанах в Нигерии. And a big civil war broke out. И там началась такая большая гражданская война. And all the foreigners were advised to leave, and Bhakti Swami personally instructed her to leave also. И всем иностранцам было настоятельно рекомендовано покинуть страну, и Бхакти-Тиртха Свами дал ей личное наставление покинуть страну. But she refused to leave the devotees that she was helping to cultivate. Но она отказалась оставить преданных, о которых она заботилась. And the government, for some reason, decided that the devotees were a threat. И по той или иной причине правительство решило, что преданные являются угрозой. So they arrested the men from the temple. Они арестовали всех мужчин в храме. And Ladini insisted on going with them. А Хладини настояла на том, чтобы отправиться с ними. And even when they were pointing the guns at the devotees, she was chastising them that, these are Krishna's servants, don't kill them. И даже когда они направили свое оружие на преданных, Хладини обращалась к ним с гневными словами. Она говорила: не смейте это делать, это преданные Кришны, слуги его. And so the soldiers shot all of them. Поэтому солдаты застрелили всех их. So it's not that Ladini didn't know that she was risking death by her actions. Не то, чтобы Хладини не понимала, что своими действиями она подвергает большому риску себя. It's that she was not afraid of death. Дело в том, что она не боялась смерти. She knew what was to be feared and what was not to be feared, and that's what we want to learn. И она обладала этим знанием, чего нужно бояться, а чего не нужно. И это то, чему мы хотим научиться. So in the 17th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna talks about faith in the different modes of material nature. В 17 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о вере в разных гунах. And I think it's helpful for us to take a look at that also. И я думаю, что нам будет полезно тоже посмотреть на это. So in the mode of goodness, one worships the demigods according to the prescribed rituals. В гуне благости поклоняются полубогам в соответствии с предписанными ритуалами. And in the mode of passion, one worships demons. В гуне страсти поклоняются демонам. And in the mode of ignorance, one worships ghosts and spirits. В гуне невежества поклоняются духам и призракам. And I think it's important to stop and take a look at this because sometimes we may tend to worship in the mode of passion or ignorance without realizing it. И давайте сейчас подумаем, поразмышляем об этом, потому что даже иногда не осознавая этого, у нас есть склонность совершать поклонение в гуне
страсти или невежества. So one of the characteristics of faith in the mode of ignorance is that it's based on imagination. Одним из признаков веры в гуне невежества это то, что она наполнена придуманными вещами. And Prabhupada actually describes a man who worshipped Hitler during World War II. Прабхупада упоминает историю о человеке, который поклонялся Гитлеру во время Второй мировой войны. This man was thinking, by offering puja to Hitler, I will become powerful like Hitler. Этот человек думал, я буду совершать пуджу Гитлеру и стану таким же могущественным, как он. And even in India today, there is a man who worships Donald Trump. И даже в наше время сейчас есть в Индии человек, который поклоняется Дональду Трампу. He has a big murti of Donald Trump and he offers puja every day. У него большой мурти Дональда Трампа, и он ему каждый день предлагает пуджу. And he says that since he started doing this puja every day, he's made more money than he ever had in his life, and he's going to keep doing it. И этот человек утверждает, что с тех пор, как я начал поклоняться этому мурти, я зарабатываю гораздо больше денег, как никогда раньше, и я буду продолжать это делать. And it just goes to show that people are very strange sometimes. И это просто говорит о том, что люди иногда очень странные бывают. But we have to ask ourselves, am I putting great importance on something that is not worthy of being important? К чему я это говорю? Мы должны каждый из нас спросить себя, не делаю ли я акцент на чем-то, что на самом деле не заслуживает внимания, неважно. You know, obviously we don't offer puja to ridiculous people or things, but am I giving undue time and attention to something that's not worthy of my time and attention? И понятно, конечно, что мы никто не совершаем поклонение каким-то глупым мурти, но мы должны спросить себя, не трачу ли я свое время и внимание на те вещи, которые его не заслуживают. And in the mode of passion, it's said one worships demons. Говорится, что в гуне страсти поклоняются демонам. But Prabhupada gives a little more detail in his description. Но в своем описании Прабхупада дает дополнительные подробности. He says that it consists of austerities and penances that are done out of pride, that are done out of attachment, that torture the material body. Он говорит, что это аскезы и посты, которые совершаются из гордости, из привязанности и которые мучат это материальное тело. And I think almost all of us in the modern world are doing that to some extent. И я думаю, что каждый из нас в материальном мире в той или иной степени повинен в этом. Basically what it is we're over-endeavoring for some material goal. That's worship in the mode of passion. Что я имею в виду? Когда мы прилагаем излишние усилия для достижения какой-то цели, это и является поклонением в гуне страсти. We just don't think of it as worship. Мы просто не воспринимаем это как поклонение. And then there's worship in the mode of goodness. И затем есть поклонение в гуне благости. And, you know, of course we may think, well, what's wrong with the mode of goodness? Surely that's acceptable. И мы можем подумать, ну а с благостью что не так? Уж в благости это все должно быть приемлемо. But the mode of goodness is still a material mode. Но гуна благости это все равно еще материальная гуна. So worshiping the demigods according to the prescribed rituals can get us in a position where we can take the next step, but it shouldn't be our goal. И, конечно же, поклонение полубогам в гуне благости может дать нам результат, позволить нам сделать следующий шаг, но это не должно быть нашей целью. And with the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we can just go to the highest step. We don't need to worry about worshiping in the mode of goodness. А по милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху мы сразу же можем сделать все необходимые шаги, наш следующий необходимый шаг, и нам не нужно обращаться к гуне благости. What we actually want is to worship in the mode of pure goodness or sudasattva. К чему мы должны действительно стремиться? Это к поклонению в настроении шудха-саттвы, чистой саттвы. And what is that worship? That's the worship of Vishnu, of Lord Krishna.
И что это за поклонение? Это поклонение Господу Кришне. And that doesn't mean blind faith. We still have to use our intelligence. Мы не говорим здесь о слепой вере, все равно нужно пользоваться разумом. And it means surrendering. We know Krishna is not my order supplier. И это поклонение означает предание себя. Мы не относимся к Кришне как к источнику благ. So how should we think about this? Well, Krishna himself tells us in the 5th chapter of the Bhagavad Gita. He says, И как мы должны... Sorry, go ahead. И как мы должны относиться к этому? Кришна рассказывает нам в 5 главе Бхагавад-гиты, он говорит: Suridam sarva putanam. He's our ever well-wisher. Я ваш вечный благожелатель. So what does that mean? Что это означает? It means that everything Krishna sends is good. Это означает, что бы ни говорил Кришна, это хорошо. And whenever my husband tells me this, when I'm feeling upset about something, I get really annoyed with him. И когда мой муж напоминает мне об этом, когда я в чем-то расстроена, мне всегда это не нравится. So when we're in the middle of a struggle, maybe we don't remember this. И когда мы там в середине какого-то разъяснения, какого-то спора, мы можем не помнить об этом. But this is the knowledge that we need in order to have faith. Но это то знание, которое нам необходимо для того, чтобы у нас развилась вера. Just like a child will accept restrictions the parent gives because the child has faith that the parent wants the best for the child. Точно таким же образом, как ребенок принимает ограничения, которые налагают на него родители, просто потому, что ребенок верит в своих родителей, верит им, доверяет. So we should have faith that whatever Krishna sends, he's sending out of love for us. Поэтому и мы должны верить, что все, что посылает нам Кришна, он посылает это из любви к нам. And Radhanath Swami says this kind of faith is essential to practice devotional service. И Радханатха с вами говорит о том, что такая вера является принципиально важной основой преданного служения. Because otherwise we'll get disturbed and let that disturbance interfere in our devotional service. Иначе нас будут беспокоить, у нас будут беспокойства, которые будут мешать нашему преданному служению. Okay, so, I've been told many times fear is the opposite of faith, and when I'm afraid, people have given me good instruction, but it doesn't always change how I feel. I still experience fear. Ну хорошо, вера — это противоположная сторона страха. Я понимаю, когда мне это говорят в ситуациях, когда я испытываю страх, да, я слышу эти слова, но я все равно продолжаю испытывать страх. And developing faith is a process. Развитие веры — это процесс. So one of the first steps in that process, the most important step, is association with the devotees. И первый шаг в этом, самый важный шаг, это общение с преданными. The faith that we have develops as we perform devotional service. Вера, та, которая у нас есть, она развивается в процессе выполнения преданного служения. So the more we surrender, the more faith we're going to have. Чем больше мы предаемся, тем больше у нас будет веры. But even when we aren't very surrendered, we can be inspired to have faith by other devotees. Но даже когда мы полностью предаемся, нас могут вдохновлять вера других преданных. I had an experience at a seminar many years ago that really helped my faith. У меня был опыт много лет назад на одном семинаре, который очень помог моей вере. We were talking about how Krishna can send experiences that seem bad but turn out to be good. Мы говорили о том, что бывает какой-то опыт, который Кришна посылает нам, который кажется плохим, но на самом деле он хороший. And just hearing so many stories from devotees about how they went through something that was really painful, but they made spiritual advancement, that built up my faith.
И я слушала эти истории преданных, которые рассказывали, какие трудности, какую боль они преодолели, и результатом этого стал духовный рост. Я начала понимать. So we can learn from devotees when they tell us their experience. Поэтому мы можем научиться у других преданных, когда они делятся с нами своим опытом. And also by watching them go through hard things. И также наблюдая за тем, как они преодолевают трудные периоды жизни. Another thing that I have found helpful for me in developing faith is stop trying to control things. Еще одна вещь, которая для меня является очень полезной в развитии моей веры, это прекратить попытки контролировать все. Krishna says in Bhagavad Gita, you have the right to perform your prescribed duty, but not to the fruits of action. В Бхагавад-гите Кришна говорит, вы имеете право выполнять свои предписанные обязанности, но плоды этой деятельности вам не принадлежат. So I have to do my duty, right? Я должен делать свои обязанности, так? But I have to also understand that things may not turn out the way I want them to. Но при этом я должен понимать, что все может получиться совсем не так, как мне хотелось бы. Sometimes it's hard to tell the difference, at least for me, between doing my duty and trying to control the results. И лично мне иногда бывает трудно понять разницу между выполнением своих обязанностей и попытками все контролировать. But I learned something on this point from an unusual source. Но из одного необычного источника я кое-чему научилась. When our children were growing up, we had pets. Когда у меня росли дети, у нас были домашние животные. And that included dogs. Включая собак. There's a man in America who's called the dog whisperer. И есть в Америке такой человек, его называют заклинатель собак. And he trains dogs that no one else can train. Он тренирует собак, дрессирует собак, тех, с которыми никто другой не справляется. And he says that if a dog is afraid, you shouldn't reassure the dog. И он говорит, если собака испытывает страх, не надо ее успокаивать. The more you reassure the more the dog thinks, yes, there's something to be afraid of. Чем больше вы успокаиваете собаку, тем больше собака думает, да, действительно, ситуация опасная, есть чего бояться. And I realized that I have that same experience sometimes. И я поняла, что у меня тоже есть это ощущение в каких-то ситуациях. If I'm afraid of something and I try to make sure that thing isn't going to happen, если я чего-то боюсь, и я все усилия прилагаю, чтобы этого не произошло, the more I try to control the situation, the more my fear grows. Чем больше я пытаюсь контролировать эту ситуацию, тем больше растет мой страх. The real way for me to deal with that fear is to accept that even if the bad outcome happens, that's Krishna's mercy. Но что действительно помогает справиться с этим страхом, это принять то, что каким бы ни был результат, это будет милостью Кришны. And then a third point in developing faith is to train the mind properly. И третья вещь в развитии веры – это правильно обучать свой ум, подготавливать его. Because if we meditate on our sense gratification, we just become more disturbed. Потому что если мы будем думать об удовлетворении чувств, то это еще больше обеспокоит нас. And ultimately, all our fears come down to a fear of losing our sense gratification. Фактически все наши страхи сводятся к одному – страху потерять чувственные наслаждения. In material consciousness, we want to maintain our situation as long as possible. В материальном сознании мы хотим оставаться в том положении, в котором мы находимся, как можно дольше. Because we're attached to everything in our lives. Потому что мы привязаны ко всему в своей жизни. And Prabhupada says that as long as we meditate on sense gratification, we are going to be fearful. И Прабхупада говорит о том, что пока мы будем думать об удовлетворении своих чувств, страх не оставит нас.
My children have taught me a lot about Krishna consciousness. Мои дети многому научили меня в сознании Кришны. And my daughter taught me something important on this point when she was very small. И когда моя дочь была очень маленькая, она научила меня очень важной одной вещи. We went to a store that has groceries, but it also has everything else, toys, clothes, everything. Мы пошли в большой магазин, там продавались и продукты, и все товары, и игрушки, и все-все. So we were going to get the groceries, and of course they put the groceries at the back of the store, so you have to walk by everything else first. Вообще-то мы пришли за продуктами, но, конечно же, они в самом начале поставили все остальное, включая игрушки, чтобы нам нужно было через все это пройти. And of course, everywhere my daughter looked, she saw something that she wanted. И, конечно же, куда бы ни посмотрела моя дочь, она видела что-то, что ей хочется. And she started saying, I want candy. И она начала говорить: хочу конфету, I want gum. хочу жвачку, I want a doll. хочу куклу. Everything she saw. Все, что видела. And as we kept saying no, she got more and more upset. И чем больше мы говорили нет, тем больше она расстраивалась. So by the time we were in line to pay, Так что к тому времени, как мы уже стояли в кассу, чтобы оплатить, she was crying and saying, I want, over and over. она просто плакала и говорила: хочу, 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 бесконечно. And so this is what we get from, contemplating the objects of the senses, trying to hold on to our material situation. We will just be one great big ball of want and we'll be in despair. Вот к такому результату приводит медитация на объекты удовлетворения чувств. Мы просто превращаемся в комок желания и отчаяния. So train the mind. Поэтому подготавливайте свой ум, тренируйте его. And the other thing that we can use to help train the mind is to think about the welfare of others. В подготовке ума очень полезно думать о благе других. So Shanaka Rishi in the Bhagavatam actually says that a pure devotee lives only for the welfare of others. Шаунака Риши в Бхагаватам говорит, что чистый преданный живет только ради блага других. So this is one of the opportunities that we have in this crisis. И это одна из тех возможностей, которые дает нам кризис. People are looking for spiritual knowledge. Люди ищут духовного знания. They have time. У них есть время. And so if we meditate on how we can meet that need and help others, that will also reduce our fear. Если мы будем думать, медитировать на то, как мы можем удовлетворить эту потребность людей, таким образом мы можем уменьшить наш страх. And then the last point on developing faith is we can actually use fear as a diagnostic tool. И последняя вещь, которую я хотела сказать о развитии веры, это то, что мы можем использовать страх как диагностический инструмент. This is an opportunity that we're given to examine our own hearts. Это возможность нам посмотреть в свое сердце. Because when I'm afraid, it means there's some aspect of my life that I don't trust Krishna with. Потому что страх указывает на то, что в моей жизни есть какая-то вещь, в которой я полностью не доверяюсь Кришне. For me personally, that area has always been around my children. Для меня лично этой областью всегда были мои дети. And so I had to do some self-exploration. И мне пришлось заняться самоанализом. To figure out why I'm not willing to trust Krishna with my children. Чтобы понять, почему же я не готова доверить Кришне своих детей. And by writing about it and talking with devotees about it, I realized I have a wrong belief. И я писала об этом, разговаривала об этом с другими преданными и пришла к выводу, что у меня было изначально неправильные понятия. Я верила не в те вещи. And that belief is that if I'm a perfect mother, my children's lives will be perfect.
Я верила в то, что если я буду идеальной матерью, то мои дети будут идеальными, их жизнь будет идеальной. And if I'm not a perfect mother, all the bad things that happen to them are my fault. И если я не буду идеальной матерью, то все плохое, что случается с моими детьми, это моя вина. And once I uncovered that belief, И когда я осознала, что у меня есть вот это убеждение, I was able to turn down the volume on my fear. я смогла уменьшить звук своего страха, Because Krishna loves my children more than I do. потому что Кришна любит моих детей больше, чем я. And he's the controller, not me. И он контролирующий, а не я. So this is the kind of introspection that we want to do when we're given these opportunities. Вот такое погружение в себя нам необходимо делать, когда нам приходят такие возможности. And just by the process of devotional service, we will have faith and our good qualities increase. И просто благодаря процессу преданного служения наша вера будет расти, и у нас будут появляться качества. But we can help speed that along. Но мы можем помочь ускорить этот процесс. And in fact, using the loving exchanges between devotees helps us make advancement more quickly. А все виды любовного обмена между преданными помогают нам гораздо быстрее прогрессировать. So if we can take our fears and our doubts to a trusted devotee, we will be able to overcome those fears and doubts more quickly. И если своими страхами и сомнениями мы поделимся с возвышенным преданным, с каким-то преданным хорошим, мы сможем гораздо быстрее их преодолеть. Also, it's important to do some introspection because I need to know where I am in order to figure out where I need to go. И также это погружение в себя, самоанализ необходимо делать, чтобы понять, к чему мне нужно идти, чего мне еще нужно добиться. It's just like when you're at a mall or an amusement park and it's got a map and it always has the little dot that says you are here. Как знаете, в торговом центре или в парке развлечений всегда висит карта, там нарисована точка и написано «Вы здесь». And you have to find that little dot before you can figure out where to go. И прежде чем понять, куда мне идти по этой карте, я должен найти эту точку, где я. So I was actually able to get a reality check because my business is closed down due to this coronavirus. И так как мой бизнес не работает во время коронавируса, у меня было это время, чтобы поискать эту точку. For many years, I've said I would read more of Prabhupada's books if I had more time. Долгие годы я говорила, если у меня будет время, я буду читать больше книг Прабхупады. And this crisis showed me that that wasn't necessarily true. И этот кризис доказал мне, что не так это на самом деле. And so it made me aware that I need to be more rigorous and put myself under more discipline to read. И он помог мне осознать, что мне нужно прилагать более осознанное усилие, более активно побуждать себя читать книги. And so that was Krishna's mercy for me, that he could show me something I need to work on. И я восприняла это как милость Кришны. Он показал мне, над чем именно мне надо работать. Okay. And then I just like to conclude by talking about how we see this process of faith development in the lives of devotees, specifically Narada Muni. И я хочу в завершении рассказать о том, как мы видим этот процесс развития веры в жизни преданных, а именно Нарада Муни. Okay. And so we all know Narada Muni is the son of Brahma and an enlightened soul who travels around the universe bringing Krishna consciousness to others. Мы все знаем, что Нарада Муни — это сын Брахмы, который является просветленной душой. Он путешествует по всем вселенным мирам и приносит другим душам сознание Кришны. And in the first canto of Bhagavatam, he explains that in his previous life, he came in contact with devotees and became God conscious.
И в первой песне Шримад Бхагаватам рассказывается, что в прошлой жизни он встретил преданных и благодаря этому стал сознающим Кришны. So he was the son of a maid servant, Он был сыном служанки, very small child. очень маленьким ребенком. And some devotees of Vishnu, some pure devotees, came and stayed at the place where his mother worked. И в том доме, в котором работала его мать, остановились чистые преданные Господа Вишну. And Narada Muni was given the opportunity to do service for them. И у Нарады Муни появилась возможность выполнить для них служение. And by pleasing them, he got their mercy. Он удовлетворил их служением и получил их милость. And they gave him instruction on how to worship the Lord. Они рассказали ему, как нужно поклоняться Господу. And then his mother, after these devotees left, his mother also left. She left her body. И после того, как эти преданные ушли, вскоре его мать оставила тело. And so Narada Muni left the place where he lived and went out into the wild country to meditate on the Lord. И поэтому Нарада Муни оставил этот дом, в котором он находился, и отправился в леса, чтобы медитировать там на Господа. So he meditated according to his instructions, and Krishna revealed himself. Он медитировал на Господа, следуя полученным наставлениям, и Кришна явился ему. And Narada was, so taken aback at the presence of the Lord that his meditation was disrupted and the Lord vanished. Но Нарада Муни настолько был поражен присутствием Господа, что что Кришна исчез, и его медитация прервалась. And so he repeated the process, sat down and meditated in the same way, but the Lord did not reappear. Но тогда он снова повторил этот процесс, он снова сел, погрузился в медитацию, но Господь не явился. But the Lord spoke to him and offered him a great blessing. Но Господь поговорил с ним и предложил ему великое благословение. And he said, "You will not see me again in this lifetime, but in the next lifetime." Господь сказал: в этой жизни ты больше меня не увидишь, но ты увидишь меня в следующей. So what can we take away from that? Какой вывод мы можем из этого сделать? And the first thing is, if we want to approach the Lord, we can have faith that no material qualification is needed. Первое. Для того, чтобы приблизиться к Господу, нам нужна вера. И если у нас есть вера, то никакая материальная квалификация нам не нужна. Narada Muni was a small child from a low social status. Нарада Муни был маленьким ребенком, он не занимал никакое положение в обществе. And so Krishna's mercy is available to him as well as to great Brahminical scholars. И милость Кришны была доступна ему так же, как и великим ученым браманам. Sometimes we feel like we want to make a certain level of advancement before we expose our heart or accomplish something before we surrender one more step. И иногда нам кажется, что я должен еще вот этого достичь или вот это сделать, прежде чем я предамся или открою свое сердце. And we should remember that Krishna accepts us as we are. Но мы должны помнить, что Кришна принимает нас такими, какие мы есть. All he's asking us to give up is our illusions. Единственное, от чего он просит нас избавиться, это наши иллюзии. So we don't have to fear that Krishna won't take care of us. Мы не должны бояться, что Кришна о нас не позаботится. The second point we see here is how one can get faith in the Lord by the association of devotees. Второе, что мы видим здесь, это то, что веру в Господа можно обрести благодаря общению с Его преданными. On a material level, giving knowledge and information like spiritual philosophy to a 5-year-old child isn't really possible.
На материальном уровне поделиться философией такой с пятилетним ребенком не кажется возможным. But because this knowledge is on the transcendental level, Но так как это знание на трансцендентном уровне, Prabhupada says that this Krishna consciousness is just like a disease, it's infectious. Прабхупада говорил, сознание Кришны подобно болезни, оно заразно. So to get the association of devotees is always valuable. Поэтому получить общение преданных всегда очень ценно. And that's part of our opportunity in this crisis. И это часть той возможности, которую дает нам этот кризис. Both to give our association to others Также давать общение другим and to use this additional time to get association. и использовать это время, чтобы получить общение от других. Right. Another point that we see in this pastime of Narada Muni's is that material solutions are not helpful. И также из этой истории мы понимаем, что из этой истории Нарада Муни мы понимаем, что материальные решения не помогают нам. In the Bhagavatam, it describes the different terrain that Narada Muni goes through as he leaves his home to go to the place where he will meditate. И в Бхагаватам описывается путь Нарады от того дома, в котором он был, до того места, в котором он сел в медитацию. And in his commentary, Srila Prabhupada explains that this represents the different ways of controlling the material energy. И это Прабхупада в своем комментарии пишет, что это описывает то, как душа пытается контролировать материальную энергию. And he points out that for millennia, people have had the ability to manipulate the material energy. Он говорит о том, что в течение огромного, бесконечного количества лет люди имеют возможность манипулировать, пытаются манипулировать материальной энергией. But that never brings happiness or peace. Но это никогда не дает им ни счастья, ни мира. So that's important to keep in mind, especially in times like these where we do need to take some material cautions as a matter of duty, but we have to understand that's not where our faith should lie. И об этом важно помнить в такие времена, как это, когда мы должны выполнять какие-то материальные вещи из долга, из предосторожности, но мы должны понимать, что не это является целью нашей жизни. Another point from this pastime is that Krishna's mercy doesn't always look the way we expect it will. Еще важный вывод в том, что милость Кришны не всегда выглядит так, как мы ожидаем, что она будет выглядеть. And Krishna appears to Narada Muni and then immediately disappears. Кришна явился Нарада Муни и тут же исчез. And on a material level, we would call that teasing, right? И на материальном уровне мы бы сказали, что это просто какое-то подразнили. You show something wonderful and then immediately take it away. Сначала показали что-то прекрасное, а потом раз и забрали. But Krishna says he has a reason for doing this, to increase Narada's faith. Но Кришна говорит, у меня была причина, почему я это сделал, чтобы увеличить его веру. And this is where we see that idea of keeping the goal in mind. И вот почему важно помнить о цели. Because Krishna's goal is for Narada to surrender 100%. Потому что цель Кришны в том, чтобы Нарада предался полностью на 100%. So anything that helps Narada get towards that goal is mercy. Поэтому все, что помогает Нараде добиться этой цели, это милость. And another point that we see here is that the mercy of the Lord is not something we control. И еще один вывод, который мы здесь можем увидеть, это то, что милость Кришны — это не то, что мы контролируем. Narada meditates on the Lord in a particular way. The Lord appears, and Narada repeats the exact same process, but doesn't get the same result. Нарада медитирует, следуя процессу, и Господь появляется. Затем Нарада медитирует
И Господь точно так же, но Господь не появляется. Krishna's mercy is causeless. Милость Кришны беспричинна. And I know as a young devotee, I felt like I was earning spiritual advancement. И когда я была начинающей преданной, у меня было чувство, что я должна заработать милость. If I go to the morning program on time for so many months and I read so many verses and I chant so many mantras, I should be at this stage. А если я без опозданий вовремя приду на столько-то служб, в течение столько-то месяцев, прочитаю столько-то книг и столько-то кругов, я должна быть на таком-то уровне. So that kind of thinking would leave me very frustrated. Но такой образ мышления оставлял меня очень разочарованной. Actually, Krishna doesn't owe us anything. Потому что Кришна нам ничего не должен. Okay. But we have to have determination and faith in the У нас process. должна быть решимость и вера в этот процесс. Krishna says that if we follow the spiritual master and surrender to Krishna, that Krishna is going to take care of everything. И Кришна говорит, что если мы будем следовать процессу и верить в Кришну, то Он позаботится обо всем остальном. And Srila Prabhupada said that if we chant our rounds, follow the regular principles, and serve Lord Chaitanya's mission, we will go back to Godhead. А Шрила Прабхупада сказал, если мы будем читать свои круги, следовать регулирующим принципам и служить миссии Господа Чайтаньи, то мы вернемся домой обратно к Богу. And one time when a devotee asked him, well, you know, what if we're not 100% perfect in these things? И однажды один преданный спросил у Прабхупады, а что если мы не идеально это все будем делать, не на 100%? Prabhupada jokingly said, I have the key to the back door. И Прабхупада тогда, улыбаясь, сказал, у меня есть ключ от задней двери. And of course, we want to practice as perfectly as we can. Конечно же, нужно стремиться практиковать настолько идеально, насколько мы можем. But we should have faith that we are going to reach the goal. Но у нас должна быть вера в то, что мы сможем достигнуть цели. Something that I saw recently made me think about how we have to be determined and have faith in the process. Одна вещь расскажу о ней, и что-то я увидела такое, что заставило меня вспомнить о том, насколько решительными мы должны быть в этом процессе. My daughter-in-law coaches gymnastics. Моя невестка, она преподаватель гимнастики, тренер по гимнастике. And I was watching these girls practice on the balance beam. И я смотрела, как девочки отрабатывают упражнения на баланс, на равновесие. And there's no room for error on the balance beam. If you misstep, you fall. И на бревне там нет возможности ошибаться. Ошибся, сразу упал. So I watched these girls, and some of them were very small, get up on the balance beam and fall. И я смотрела, как эти маленькие девочки, некоторые очень маленькие, они поднимались на бревно и падали. And they would immediately get back up and try again. Они тут же вставали и пробовали снова. And it would fall. И опять падали. And over for an hour. И снова в течение часа. And I thought, this is how we should be determined as devotees. И я подумала, вот такая решимость должна быть у нас, у преданных. I mean, if it was me and I fell off the balance beam 3 times, I would give up. Потому что, я бы 3 раза упала с этого бревна и сдалась бы. But we can't be like that in our spiritual life. Но в духовной жизни так нельзя. No matter what happens, we have to get up and keep trying. Что бы ни произошло, мы должны подняться и продолжать. And I thought about what is it that gets these girls to keep trying. И я задумалась о том, что же заставляет этих маленьких девочек продолжать попытки. And it's faith. They have faith in the process and faith in their coach. Это вера. У них есть вера в процесс и вера в тренера. They know that if they keep trying, they will master the skill. Они знают, что если просто будут продолжать, они обретут этот навык.
So we should have that kind of faith. И у нас должна быть такая вера. This process of bhakti-yoga is 100% guaranteed to give us love of God. Этот процесс бхакти-йоги гарантирует на 100%, что он приведет нас к любви к Богу. And we have Srila Prabhupada's instructions, Krishna's instructions, the instructions of so many devotees to rely on. И у нас есть наставления Прабхупады, Кришны и стольких преданных, на которые мы можем опираться. So this is the kind of faith that casts out fear. И вот такая вера убивает страх. We shouldn't expect that things will go smoothly. И не нужно ожидать, что все пойдет гладко. As a young devotee, whenever I ran into a difficulty, I would feel like Krishna was punishing me. Когда я была начинающей преданной, как только что-то случалось, какое-то препятствие, я чувствовала, что Кришна наказывает меня. Which was actually very self-centered of me. Что, конечно, было очень эгоистично с моей стороны. But I misunderstood the nature of the material world and the nature of devotional service. Но я тогда еще не понимала природу материального мира и суть преданного служения. The material world will always have problems. В материальном мире всегда будут проблемы. There will always be war, there will always be epidemics, there will always be poverty, there will always be suffering. Всегда будет война, эпидемия, бедность, страдания. Prabhupada said we should expect that in the material world. Прабхупада говорил, что этого следует ожидать от материального мира. He said if you're lost at sea in the Atlantic Ocean, you don't worry about why the waves are behaving the way they are. You just get out. И он говорит, что если ваша лодка потерялась на просторах Атлантического океана, вы не сидите и не раздумываете, почему эти волны бьют мою лодку именно таким образом. Нет, вы пытаетесь спастись. So we should have the same mentality. И у нас должно быть такое же умонастроение. The only important thing that's going on in our lives is how we are surrendering and helping others to surrender. Единственная важная вещь, которая с нами происходит в жизни, это то, как мы предаемся и как мы помогаем предаваться другим. And so in thinking about this point that, bad things are going to happen, we understand them as Krishna's mercy, we look for the opportunity in them. I think it's also helpful to reflect on Srila Prabhupada's example. И когда мы думаем о том, что происходит, почему мы боимся, нам важно в этом процессе посмотреть на Прабхупаду. Because what kind of faith motivates somebody to take the risks he took? Какая должна быть вера, чтобы побудить человека пойти на такой риск, на который пошел Прабхупада? He was, as a young man, he was given an instruction to preach Krishna consciousness in English. Когда он был молодым человеком, ему было дано наставление проповедовать сознание Кришны на английском языке. And many decades later, he still had faith in that instruction. И много десятилетий спустя он сохранял эту веру в это наставление. He hadn't been able to accomplish what he wanted on that instruction, but he never gave up. Он еще не смог ничего сделать из того, чего ему бы хотелось по этому наставлению, но он не сдавался. And he went to to America with virtually no resources. И он отправился в Америку, не обладая практически никакими ресурсами. He had, I think, 7 rupees that he couldn't spend. Было 7 рупий. His Bhagavatams. И его Бхагаватам. And the name of one family. И у него была рекомендация к одной семье, в одну семью. And think about how we prepare for a trip to India or, wherever we happen to be going. А теперь представьте, как мы готовимся к любой поездке в Индию или еще куда-то, когда едем. When I pack, I have the things I need, and then I have the extra ones in case the first ones don't work, and so many things that I have to have.
Когда я пакую чемодан, у меня есть вещи, которые мне нужны, потом вещи, которые про запас, взамен тех, вдруг что-то случится с теми вещами, которые мне нужны. Мы думаем о стольких вещах. And when we look at that, we realize how much faith Srila Prabhupada actually had. И когда мы задумываемся об этом, мы понимаем, насколько была велика вера Прабхупады. And because he had that faith, he was able to see the opportunities that Krishna was giving him. И так как у него была эта вера, он мог распознать те возможности, которые давал ему Кришна. Previous devotees who had tried to preach in the West had been aiming for a certain type of person. И преданные, которые до этого пытались проповедовать на Западе, они ориентировались на определенный тип личности. And Prabhupada also, when he first came, was reaching out to the more wealthy, more educated people in New York. И Прабхупада, когда приехал, он тоже сначала пытался установить связь с более богатыми, с более образованными людьми в Нью-Йорке. But by different circumstances, Krishna put him in a less desirable neighborhood. Но в череде определенных обстоятельств Кришна поместил его в менее, в такой район, в котором ему не очень хотелось оказаться. And he suffered so many setbacks. И он испытал так много препятствий. But he never wavered for 1 second in his determination to accomplish what his spiritual master asked him to do. Но его решимость выполнить указания своего духовного учителя ни на секунду не оставляла его. And he said once that, Krishna did not send me first-class men. He sent me 10th-class men. И он говорил, что Кришна послал мне людей не первого класса, а 10-го класса. And one of Srila Prabhupada's shining qualities is that he took what Krishna sent and accepted it and moved forward. И самое одно из прекраснейших качеств Прабхупады, то, что он принял то, что ему послал Кришна, и пошел вперед. So we should always remember that Krishna's mercy may not come in the form we expect. Поэтому мы должны всегда помнить, что милость Кришны может прийти не в той форме, в которой мы ожидаем. But if we have full faith that Krishna wants the best for us, we'll be more able to recognize the mercy when it comes. Но если у нас есть полная вера в то, что Кришна делает все из любви к нам, то мы будем принимать то, что к нам приходит. So in summary, we are in a global crisis. People are afraid of things. И подведем итог. Мы в кризисе. Люди испытывают страх. And that gives us the opportunity to think about what we really should fear, which is the loss of Krishna consciousness, the loss of devotee association, and to share that message with others. И это дает нам возможность поразмышлять над тем, чего действительно надо бояться. Нужно бояться потери сознания Кришны, нужно бояться потери милости преданных и делиться этим знанием с другими. And this is our opportunity to cultivate faith in ourselves. Это наша возможность взращивать веру в самом себе. And to do that, we have to associate with devotees, lean on the devotees. И для того, чтобы взращивать веру, мы должны общаться с преданными, полагаться на преданных. To have faith in and wholeheartedly accept the instructions of our spiritual masters. Для того, чтобы у нас появилась эта вера, всем сердцем принять наставления своего духовного учителя. And to accept whatever Krishna sends and continue to look for the mercy. Принять все, что говорит Кришна, и продолжать искать милости. So that's all I have. I don't know, Sati, are we going to do questions or how does this work? We have so far no questions, but we have messages from Valentina. She's very happy to see you, and she's thanking you for your faith in devotees and thanking you for your causeless mercy and Krishna's mercy. But no questions so far. One of the things about mercy is
it flows through. I'm not qualified to give anyone mercy, and I don't think I'm spiritually mature enough to even consider myself an adult in spiritual life. But Srila Prabhupada's mercy is so potent that it flows through his devotees and it can flow through us to others. That's such a great blessing. Я перевела сообщение Валентины, которое она написала в чате, и матушка отвечает то, что, вы знаете, особенностью милости является то, что она течет. Она течет от Прабхупады к преданным, и она распространяется. Надо просто пропускать ее через себя. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so спасибо вам большое, дорогие преданные, что послушали нас в этом эфире. Мы были очень рады послужить вам и надеемся встретиться с вами на следующем эфире, который даст ее милость Радха Деви в следующий четверг, также в 7 вечера. I've just translated that we will have your next live stream the same time on Thursday at 7 p.m. Moscow time. Okay. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.